С 10 по 16 февраля самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 444 боевых вылета, в ходе которых наносили точные удары по 1593 объектам террористов в провинциях Дар-эз-Зор, Дера, Хомс, Хама, Латакия, а также Алеппо. За последние сутки на севере и северо-западе Сирии правительственными войсками и силами патриотической оппозиции полностью освобождено от террористов более 100 квадратных километров территории, включая 7 населенных пунктов. При этом с начала месяца в Сирийской Арабской Республике от террористов было освобождено 800 квадратных километров территории и 73 населенных пункта. Во всех населенных пунктах сирийскими властями налаживается мирная жизнь. Местные жители получают гуманитарную помощь, восстанавливается подача электричества и воды, сетей связи, приступают к работе местные правоохранительные органы. После достижения в конце прошлой недели рамочных договоренностей о прекращении в Сирии боевых действий, на юге, особенно на севере страны, отмечается резкая активизация террористических группировок. При этом между бандформированиями, дислоцированными в юго-западной части провинции Алеппо и северо-западной части провинции Идлиб, усилились разногласия по вопросам контроля территорий. Так, между отрядом группировки Джебгат ан-Нусра под командованием полевого командира Фуада Саддам Хусейна в северо-западной части провинции Идлиб и банды полевого командира Абу Халида Ас-Сурия в районе населенного пункта Эль-Атариб, юго-западнее Алеппо, произошло несколько боестолкновений, в результате которых имеется большое количество погибших и раненых боевиков с обеих сторон. В связи со сложнейшей обстановкой в районе города Алеппо террористы приводят массовую эвакуацию своих семей на север провинции к турецкой границе. Однако в связи с ужесточением турецкими властями пропускного режима через границу беспрепятственно пропускаются в основном только раненые боевики. Одновременно через турецко-сирийскую границу продолжается доставка в темное время суток террористами в Идлибе и Алеппо оружия, боеприпасов и подкрепления живой силой. Так, только прошедшие сутки в окрестностях города Тель-Рифат, провинции Алеппо, ночью беспилотными средствами было вскрыто передвижение автоколонны из 7 джипов с крупнокалиберными пулеметами и боевиками в кузовах, а также 2 грузовиков с боеприпасами. В результате удара самолета Су-34 автоколонна была уничтожена. С конца прошлой недели Турция наносит массированные артиллерийские удары из крупнокалиберной артиллерийских установок как по сирийским правительственным войскам, так и по отрядам оппозиции в приграничных районах. Средствами объективного контроля зафиксировано нанесение турецкой артиллерии более 100 залпов по приграничным населенным пунктам провинции Алеппо. Мы сейчас в очередной раз представим вам и всему мировому сообществу эти доказательства. Одновременно Анкарой развернута агрессивная информационная кампания ведущих мировых СМИ против России с целью недопущения потери своего контроля над северной и северо-западной частью Сирии, где турецкие власти де-факто последние годы являлись абсолютными хозяевами. Со вчерашнего дня мы услышали много обвинений в наш адрес со стороны руководства Турции, ее союзников и подконтрольных филиалов известных организаций. Находившийся с визитом на Украине премьер-министр Ахмед Давутоглу вчера договорился даже о якобы нанесении России из акватории Каспийского моря удара, подчеркну, баллистической ракетой по госпиталю провинции Идлиб. Сразу скажу, что в составе Каспийской флотилии нет ни одного корабля, способного осуществлять такие пуски баллистических ракет. Более того, в течение одного вчерашнего дня сообщения в западных СМИ о якобы объектах в Сирии, о жертвах нарастали как снежный ком. От якобы одной больницы утром в провинции Идлиб до 5 больниц и даже нескольких школ к концу дня. Причем уже не только в Идлибе, но и в Азазии, провинции Алеппо.
А для особого резонанса обо всех якобы пораженных больницах сначала сообщалось, что они, подчеркнул, поддерживаются представителями организации «Врачи без границ». Затем же для максимальной похожести с инцидентом уничтожения американской авиации госпиталя в афганском Кундузе слова «поддерживаются» были как по команде забыты западными средствами массовой информации. И к вечерним телеэфирам все якобы разбомбленные объекты трансформировались в госпиталя «Врачей без границ». Прежде всего хочу заявить, что ни о каких госпиталях организации «Врачи без границ» до вчерашнего дня ни в Идлибе, ни в Азази никому, кроме турецких властей, почему-то не было известно. Никакой информации об этих учреждениях вы нигде не найдете, включая и сайт организации «Врачи без границ». Более того, на этом же сайте довольно легко обнаружить сообщения о якобы уничтоженных больницах и школах в Азазе, датированным еще 10 февраля. То есть эта заготовка была сделана, но не реализована накануне встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США на встрече в Мюнхене, результаты которой, как мы предполагаем, не нравятся Турции. А в сообщениях от 15 февраля о якобы уничтоженной больнице в Идлибе вы не найдете в данном учреждении ни одного фото или видеоматериала, целый или разрушенный. Хотя «Врачи без границ» всю свою деятельность во всех странах тщательно документируют на фото и видео. Разгадка проста. Оба сообщения о якобы уничтоженных больницах и школах в Азазе от 10 февраля и в Идлибе от 15 февраля содержат одни и те же исходные данные. Газиантеп, Турция. Информация о том, где писались эти фальшивки, видимо, по недосмотру авторов или редакторов сайта, оказались опубликованы. Еще раз подчеркну, ни Сирия, ни Идлиб или Алеппо, а приграничный с Сирией турецкий город Газиантеп. Кстати, именно в нем, по странному совпадению, под эгидой турецких спецслужб, сегодня развернуты самые крупные лагеря подготовки прибывающих в страну, в том числе и стран СНГ, боевиков, которые после обучения направляются воевать в Сирию в составе террористических группировок. Если кто-то в Турецкой республике надеется, что мы об этом не догадываемся, не надо строить иллюзий. В завершение еще раз напомню, что российскими вооруженными силами совместно с партнерами развернута многоуровневая система разведки, обеспечивающая круглосуточное получение достоверной информации о деятельности террористов на территории Сирии и о ее деятельности. Все удары по целям террористов наносятся только после многократной проверки полученных данных и согласованных действий с целью исключения риска для мирных жителей.